Австралия – родина большинства видов варанов. Но для этих пресмыкающихся нашлось место и далеко за ее пределами. Многие из них приспособлены к выживанию в самых суровых условиях. И герой сегодняшнего выпуска не исключение. Его окружают враждебные пустыни с экстремально жарким летом и холодной зимой, которые дополняются сотнями видов опасных и ядовитых созданий. Но даже крупнейшие из них не могут составить конкуренцию настоящему королю пустыни. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой. Встречайте, пустынный варан. Пустынный или серый варан – крупнейшая ящерица на большей части своей территории обитания. Его владения простираются вдоль Северной Африки, проходят через Аравийский полуостров и охватывают страны Средней и Южной Азии. Обычно длина варана не превышает 90 сантиметров, но наиболее крупный, каспийский подвид, может достигать размеров 1,5 метра и весить до 3 килограмм. Массивное тело хищника украшено полосами и в зависимости от возраста и места обитания может иметь серый, светло-коричневый или желтый цвет. Предпочитая степи, полупустыни и пустыни, ящер ведет дневной образ жизни. С первыми лучами солнца он скованными движениями покидает укрытие. Прогревая хладнокровное тело, варан обретает былую ловкость и отправляется на поиски добычи. Как и полагается рептилии, для навигации по аппетитным запахам ящер использует длинный раздвоенный язык, который может привести его к мелким млекопитающим, пресмыкающимся и любой другой животной пище, какая только полезет в огромный рот. Обыкновенный шапохвост станет отличным обедом, но его не так просто поймать. В случае опасности беглец забирается в узкую нору, а на обозрение обидчику оставляет вибрирующий шипастый хвост. Куда более привлекательными на этом фоне выглядят оставленные без присмотра яйца. Отличный и доступный источник белка. Но настоящим деликатесом становится куда более крупная добыча. Хищник не может пройти мимо греющейся на солнце змеи. Даже почуяв неладное, рептилия вряд ли скроется от варана. Чувство голода не позволит ему упустить такую мишень. Раздуваясь, змея пытается запугать охотника. Но такие уловки неэффективны против бесстрашного ящера, который хватает жертву и начинает с бешеной силой трясти головой, чтобы быстрее расправиться с соперником. Может показаться, что у варана безобидные челюсти, но более детальное рассмотрение показывает наличие невероятно острых, загнутых назад зубов, которые по мере изнашивания заменяются новыми. Получается, что пока ящер не ослабит хватку, вырваться не представляется возможным. Подвижность жертвы вовсе не смущает хищника, поэтому, не выпуская свой трофей, он перемещается в укромное место и незамедлительно переходит к трапезе, заглатывая змею, которая все еще подает признаки жизни. Порой поедаемая цель может весить столько же, сколько сам охотник. Во многих регионах ареал варана пересекается с территорией египетской кобры. Это довольно крупная и невероятно ядовитая змея, в рацион которой входят не только мелкие млекопитающие, но и другие пресмыкающиеся, в том числе различные ящерицы и даже огромные змеи. Пустынный варан довольно крупный, чтобы стать добычей, и слишком бесстрашный, чтобы пройти мимо. Поэтому он готов помериться силами даже с таким опасным противником. Лишая змею главного оружия, варану остается лишь терпеливо ждать, пока его добыча не станет поспокойнее.
При этом даже мощные нейро- и гемотоксины не оказывают должного эффекта на хищника. Поэтому кобры, гадюки и тем более неядовитые змеи не могут причинить ящеру особого вреда. В погоне за добычей варан может взбираться на деревья, выкапывать ее из-под земли или даже преследовать вплавь. В поисках пищи активный хищник ежедневно проходит до 10 километров. В летний полдень палящее солнце губительно даже для хладнокровных животных. Поэтому самое время укрыться в норе или другом тенистом месте. Серые вараны – приверженцы уединенного образа жизни. Они не жалуют конкурентов и уж точно не любят делиться, даже если уступают в размерах. При этом молодым варанам всегда стоит быть начеку, ведь велик шанс попасть на стол к более крупному сородичу. И чтобы не стать ключевым участником акта каннибализма, единственным верным решением становится бегство. Пустынный варан отличается довольно агрессивным нравом. Он не особо боится даже человека. Вместо того, чтобы убежать, хищник раздувает свое тело, увеличиваясь в размерах, а также громко шипит и использует в качестве хлыста собственный хвост, удары которым могут быть крайне болезненны. И лишь когда это не срабатывает, ящер принимает решение скрыться из поля зрения, причем делает он это крайне стремительно. Поднимая тело над землей, варан может бежать со скоростью свыше 30 км в час. Температура в пустынях, где обитает варан, подвержена сильным сезонным колебаниям, поэтому с наступлением холодов он впадает в своеобразную спячку. Подобным образом зимуют и только что вылупившиеся из яйца особи. Впервые им предстоит покинуть убежище лишь к середине весны. Молодые вараны могут стать жертвой крупных хищных птиц, змей или собственных сородичей. Но взрослый хищник практически не имеет врагов. Однако развитие сельского хозяйства и рост поселений разрушает среду обитания даже в пустыне. В целом численность популяции не вызывает опасений, но в отдельных регионах уже совсем скоро варан может полностью потерять свои владения. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!